Здорово, ребят. Как я обещал, вторая часть фишечек. Короче, видос снова вышел большим, и в эти 20 минут я только 7 киллеров смог запихать. Поэтому видосы буду выходить частями, чтобы вы не охренели от объема информации. То есть я буду выпускать 20-минутные ролики и буду умещать столько киллеров, сколько смогу. И да, спасибо огромное, что ставите лайки, комментарии там пишите. Реально все это приятно читать, видеть какой-то фидбэк. Спасибо вам большое, гайс. Ну а в этом видео будут киллеры от траппера до доктора. И мы начинаем с... О! Первая фишка это 99% от хила против красного дона траппера Кровавая пружина, которая при дизарме ранит сурва. Отмечу, что данный аддон только лишь ранит сурва, и он никак и никогда не приведет вас в предсмертное состояние, поэтому, будучи раненым, можно смело дизармить все трапы с этим аддоном. Вся фишка заключается в том, что вы отхилены на 99%, просто дизармите все трапы. А когда траппер приближается к вам, вы просто отхиливаетесь на фул и начинаете чейз там, где вы дизармили до этого трапы. И потом через хит перетягиваетесь туда, где траппер еще не был, чтобы не попасть в шальную трапу, которую он мог поставить, пока вы дизармили ему первые трапы. Следующая фишка заключается в сбросе палеты на трапу. Если трапа лежит посередине палеты и у вас нет возможности ее задизармить, так как находитесь в чите, просто киньте палету и можете свободно прыгать по ней. Таким образом, хитбокс ловушки на вас не сработает. Следующий трюк называется фрипас. Когда вы дизармите ловушку, ваши тиммейты могут свободно бегать по ним. Но если вы отпустите дизарм, тогда ловушка сработает. Этому трюку есть несколько применений, которые вы увидите дальше. Имейте в виду, если вы дизармите ловушку в проходе, там должны поместиться два сурва. В противном случае вы заблочите тиммейта, и он попадет в капкан и отправится на крюк. Этим приемом можно наказать траппера за криво поставленную ловушку. Дело в том, что сурф имеет модельку чуть меньше, чем у убийцы, следовательно у сурва хитбокс меньше, и из-за этого могут происходить вот такие курьезные ситуации против траппера. Если же вы и траппер можете обойти криво поставленную ловушку в палете, то лучше скиньте ее сразу, пока он не додумался развернуть вас в другую сторону. После поломки палеты он еще попадется в свою ловушку, и это даст вам дополнительное время, чтобы разорвать дистанцию. Следующая механика делает вас неосязаемым после вырывания из рук убийцы любым способом, будь то фонарик, осколок или вигл. Будучи неосязаемым несколько секунд, вы можете проходить сквозь трапы. Нередко бывают ситуации, когда вы падаете в палете, а траппер ставит ловушку с одной стороны и подбирает с другой, не давая вашему тиммейту засейдить вас бросом палеты. Но так как у траппера существует приоритет на поднятие ловушки перед поднятием выжившего, то этот прием контрится следующим образом. Вам достаточно заползти на ловушку и двигаться на ней, чтобы не дать трапперу найти пиксель выжившего и поднять его. А если палета обставлена ловушками с двух сторон, то просто двигайтесь между трапами, как в этом эпизоде.
С траппером мы закончили, теперь перейдем к... Против призраков невидимости отлично работает Волтек, который не дает ему сломать палету или перелезть через окно. Прыгая по палете или окну, вы вынуждаете Коляна выйти из инвиза, отнимая у него драгоценное время и лишая инициативы. Но будьте осторожны, вас могут переблочить или перекликать за счет более низкого пинга. Одна из фишек против Беляса связана с флешками, которые можно неплохо реализовывать в чейзе при должной сноровке. Имейте в виду, что флешку нужно кидать заранее и еще подгадать тайминг заворота. Следующая фишка называется Crouch Tag, которая появилась с выходом выделенных серваков. Да и в принципе с выходом серверов появилась куча много новых абузов и багов. Этот трюк не позволяет Белясу и ряду других убийц попасть по вам своей способностью, если вы находитесь ниже, чем убийца и подсаживаетесь. Для Crouch Tag достаточно высоты одной лишь ступеньки, то есть Crouch Tag будет работать даже на выходах из лачуги. На лачуге Макмиллана, кстати, Crouch Tag не работает, так как лачуга Макмиллана слишком низко посажена. Следовательно, из-за этого не хватает высоты для выполнения Crouch Tag. Также знайте, что Crouch Tag контрится ближним хитом способности. Crouch Tag также снижает и горизонтальный хитбокс. Несколько примеров я покажу в следующих сценах. Также Crouch Tag можно использовать в палетах, подсаживаясь сбоку. Нередко бывают ситуации, когда вас распиливают во время анимации прыжка по палете. Следующая фишка с медленным перелезанием также нуждается в таймингах, но если ее правильно выполнять, то она будет помогать вам во многих ситуациях. Против Нюрсы отлично работают флешки, но чтобы успешно их применять, нужно знать и понимать, как работает данный убийца. После того, как разработчики убрали механику сжигания медсестры, оглушать ее с помощью флешки стало значительно сложнее. Также против неопытной медсестры отлично может помочь фонарик, когда она туннелит вашего тиммейта. Данная фишка может сбить ее с толку и заставить потратить несколько дополнительных цепочек на поимку сурва. Также против Нюрсы есть места, где она не может блинкануться. Одним из таких мест является ХГ Макмиллана. Но будьте осторожны, если вы будете стоять на месте, то опытная Нюрса может прописать вам хит. Против охотницы нет каких-то ярко выраженных абузов и фишек. Единственное, что могу посоветовать против нее, это считать ее топоры, так как без топоров она самый безобидный убийца в игре. Майерс является одним из слабейших киллеров в этой игре, просто потому, что он имеет скорость 4.2 на первой стадии. И за счет круглого средней высоты объекта можно не давать ему накопить второй уровень стадии, которая даст ему стандартную скорость 4.6.
В этом эпизоде я выбрал не самую лучшую текстуру против него, чтобы не растягивать видео на бесконечность. Также у Майкла есть два опасных аддона, которые он может использовать на третьем уровне способности. Они позволяют ему моментально убить выжившего при контакте с ним. Далее я покажу несколько фишек, которые помогут вам избежать моментального убийства. Первое и самое очевидное — это прыгнуть в шкаф, чтобы вместо того, чтобы умереть, Майерс повесил вас на крюк. Вы можете стоять и ждать, пока он не активирует третий уровень своей способности. При активации третьего уровня у Майерса есть полсекунды, в которые он не может атаковать, поэтому вы всегда успеете прыгнуть в шкаф. Следующая фишка — заводка генератора. Просто вантапайте его, и тогда Майкл не сможет вас убить. Похожая фишка есть и с тотемом. Главное вовремя отпускать тотем, чтобы не сломать его. Также подобный трюк можно проводить и с сундуком. Но имейте в виду, что шкала прогресса поиска сундука не сбрасывается при отпускании. Если против вас попался терпеливый Майкл, то он просто дождется, когда вы откроете сундук, и убьет вас. Еще можно использовать медленное перелезание через окна. Главное, чтобы за вами не было чейза, иначе окно заблокируется. И также можно использовать прыжки в палетах. Против Хаги, чтобы не активировать ее ловушку, достаточно просто присесть. Но если вы встанете и продолжите двигаться, тогда она сработает. Вы можете активировать ловушки через окна или палеты, если Хага слишком близко их поставила. Это заставит ее повторно ставить их и тратить свое время. Часто бывают ситуации, когда Хага ставит ловушку с одной стороны и начинает обходить вас с другой, чтобы вы прыгнули через палету и активировали ее ловушку, на которую она потом телепортируется. Эта фишка поможет вам не активировать ловушку. Достаточно во время прыжка отпустить кнопку Shift и просто стоять на месте, тогда ловушка не сработает. Сейчас я покажу вам, как это применять на практике. Так как у Хаги анимации удара и поломки одинаковые, вас могут фейкануть вот таким вот образом и заставить активировать ловушку. Чтобы законтрить такой фейк, просто сядьте и уходите от палеты. Когда она начнет действительно ломать, тогда вставайте и убегайте. У доктора есть альтернативная способность под названием Blast, которая вешает на вас дополнительный уровень безумия и выдает ваше местоположение. Чтобы избежать Бласта, достаточно прыгнуть в шкаф, тогда вы избежите его эффектов.
Подробнее об этой способности и убийце вы можете посмотреть в гайде у Хантера, ссылку я оставлю в описании. Находясь по третьим уровням безумия, вы не можете чинить генераторы, лечить, чистить тотемы и использовать предметы. Шкала безумия не регрессирует, но она пушбэкается, когда вы не попадаете в скилл-чеки. Если вы чувствуете, что скоро будет бласт, просто оставьте шкалу безумия на 99 и дождитесь бласта, а после снимайте. Следующая фишка поможет избежать блокировки действий после шока. Достаточно спамить пробел и успеете активировать анимацию прыжка. Если вы хотите прыгнуть в окно, но не будете спамить пробел, тогда произойдет следующее. Подробнее об этой механике также можно узнать в гайде Хантера. Очень часто новички и неопытные игроки совершают грубейшую ошибку в погоне против доктора, следуя логике стандартных маршрутов против него. При классическом чейзе, наворачивая обычно круги вокруг палеты против доктора, второй просто зашокает вас и не даст скинуть палету, а потом даст хит. В этом эпизоде я покажу вам, как правильно бегать доктора, используя нестандартные маршруты и дополнительные объекты. Данная техника чейза была придумана Killjoy еще в 2018 году во время наших тренировок против Хантера. Вся фишка в том, что вам нужно стараться свапать лупы и вынуждать доктора тратить больше шоков, выигрывая больше времени. Чейзы против доктора одни из самых интересных в этой игре, так как требуют высокого скилла с обоих сторон. Даже я с пингом 150-40 FPS и не самым идеальным облизыванием текстур смог пробегать дольше, чем средний пабловский игрок с уникалочкой. Заранее прошу прощения за низкое качество звука и видео. Все это записывается и монтируется на древнем компьютере, не обессудьте. На этом эпизоде вторая часть фишек заканчивается. Если я что-то упустил, обязательно напишите об этом в комментариях. А я пошел работать над следующей частью. Out of the east, a dream come out from the sky, setting me free. Through the clouds I will fly. The mountain ask you to me. Thunder will roar. The sound wakes the universe. Dragon will soar. High up on high, I reach for high up on high. Into the sky, I charge on into the sky. High up on high, I reach for high up on high. Into the sky, I charge on into the sky. Out of the east, a dream come out from the sky, setting me free.
Through the clouds I will fly. The mountain must you to me. Thunder will roar. The sound wakes the universe. Dragon will soar. High up on high. I reach for high up on high. Into the sky. I charge on into the sky. High up on high. I reach for high up on high. Into the sky. I charge on into the sky. We touch the clouds, the tiger with me rewrite. Our heart as one, power I had my side. The future before. Блять. Бля. Сука, ой, актер, блядь, все делает, чтобы попасть в титры. Вот это больно. Ебать, ты орёшь нахуй. Погоди. Сука. Блядь. Феликса, знаешь, нарядно он, да, такой?